Власти Армении рассматривают возможность вывода российских пограничников с границы с Ираном, в частности, с КПП в Мигри. Тем не менее, этот вопрос пока не выносится в публичную повестку. По мнению экспертов, убрать русских из Мигри гораздо важнее, чем с военной базы или с границы с Турцией, поскольку российские пограничники ФСБ могут стать соучастниками спецоперации по открытию Зангезурского коридора вместе с азербайджанскими агрессорами, как это уже было в Арцахе. Ближний Восток может вспыхнуть в любую секунду, и это неминуемо коснется Армении в той или иной форме. На этом фоне МИД Армении сделала долгожданное заявление. Выражая надежду, что в дружественном Ливане сохранятся мир и стабильность, МИД Республики Армения призывает граждан Армении временно воздержаться от поездок в Ливан, если в этом нет острой необходимости. В то же время министерство настоятельно призывает граждан Республики Армения, проживающих в настоящее время в Ливане, проявлять максимальную осторожность, избегать посещения регионов, подвергшихся атакам в последние дни, а также следовать официальным сообщениям и предупреждениям ливанских властей. В случае возникновения проблем по причине сложившейся ситуации граждане Республики Армения могут обратиться в посольство Республики Армения в Ливане. Что нас ждет в ближайшее время и в долгосрочной перспективе? С начала 2020 года, когда началась война в Арцахе, начался отсчет передела всего Ближнего Востока, а также России, Армении, Азербайджана, Украины и всей Европы. В Европе постепенно приходят к власти правые силы. В России, вероятно, власть будет без Путина, и в этом хаосе страна, скорее всего, не сохранит свои прежние размеры и распадется на части. Украина вскоре достигнет своей цели, вступив в НАТО и ЕС, что приведет к миру и процветанию в ближайшем будущем. Россия со временем вернет Украине все незаконно захваченные территории без войны. От Израиля до Ирана ожидаются значительные трансформации. В Иране к власти придет демократическое правительство, чего добиваются Израиль и международное сообщество. Также наступит очередь Турции, где демократы из Константинополя займут власть. Это также спровоцирует трансформацию из нынешней агрессивной и амбициозной Турции в лояльное государство. Демократическая власть признает геноцид армян под давлением Запада. Турции придется признать исторические преступления, и часть Западной Армении присоединится к Армении. Туркам хотят показать их ошибки, и это наказание поможет им осознать реальность, что в конечном итоге пойдет им на пользу. Это все необходимо в первую очередь самим туркам и всем тем, кто управляет этой ситуацией. Этот процесс также будет способствовать христианизации и атеизму в будущей Турции. Интересы армян сошлись с Европой и США. Армянским вопросом будут пользоваться во благо общей большой цели, но поверьте, нас не стали больше любить. Не обольщайтесь, это дело техники. Грядут большие перемены, и события в Украине покажутся цветочками на фоне этих изменений. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердила, что Канада продолжит давление на Азербайджан, чтобы заставить его добросовестно сотрудничать с Арменией, разрешить конфликт путем переговоров и мирного политического решения, освободить произвольно удерживаемых армянских пленных, уважать территориальную целостность Армении и воздерживаться от применения силы и угрожая риторикой. Об этом сообщает Канадско-армянский комитет. Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, встречи между Азербайджаном и Арменией продолжаются и необходимо подготовить наш сценарий в случае нормализации азербайджано-армянских отношений. По его словам, в настоящее время работа в этом направлении продолжается, и в итоге мы сможем реализовать позитивный сценарий, то есть открыть границу с Арменией. Значит ли это, что в ближайшее время следует ожидать открытия армяно-турецкой границы? В приведенную цитату Фидана, которую цитируют многие агентства, необходимо внести важное уточнение. Фидан говорил об этом в интервью турецкой газете «Сабах» и указывал, что Азербайджан и Армения сейчас продолжают переговоры по мирному договору, и нам нужно подготовить сценарий действий на случай, если они завершатся позитивно. То есть, позиция Турции остается прежней. Сначала мирный договор Армении с Азербайджаном, и только потом открытие границы. Напомним,
что Ереван с середины 2023 года говорит о возможности открытия пункта пропуска Маргара на границе с Турцией, который полностью отремонтирован и готов к эксплуатации. Все попытки Армении решить этот вопрос без увязки ее отношений с Азербайджаном проваливаются. Кстати, на днях после двухлетнего перерыва Турция и Армения возобновили переговоры, направленные на нормализацию отношений на уровне специальных представителей. Но официальная Анкара вновь обозначила условия для открытия границ с соседом. Вопрос зависит от хода мирных переговоров между Баку и Ереваном. Поэтому в конкретной ситуации возобновление переговоров между специальными представителями не означает, что Турция готова сделать шаг, направленный на уменьшение напряженности в отношениях с Арменией. В этой связи турецкие эксперты считают, что нормализация отношений с Турцией и открытие границ имеют жизненно важное значение больше для Армении, стремящейся уменьшить экономическую зависимость от России, нежели для Турции. Политика Ирана в отношении России и Арцаха изменится. Согласно указу новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, бывший министр иностранных дел страны Мохаммад Зариф назначен заместителем президента Ирана по стратегическим вопросам, сообщают иранские государственные СМИ. Вам поручено следить за важными национальными и международными событиями, а также за тем, насколько нам удается достичь цели Конституции, заявил новоизбранный президент Ирана в письме о назначении, сообщает агентство ИРНА. Зариф возглавлял дипломатическое ведомство Ирана от 2013 до 2021 года. Его считают одним из главных архитекторов ядерной сделки Тегерана. Назначение Зарифа, вероятно, призвано продемонстрировать не только готовность Ирана восстановить ядерную сделку. Утечка интервью Зарифа в апреле 2021 года вызвала большой резонанс. В нем он четко заявил, что нормализация отношений между Ираном и Западом не в интересах России, поэтому ядерная сделка не в ее интересах. Он обвинил в этом Москву, которая, по его словам, вместе с убитым в 2020 году генералом Касемом Сулеймани пыталась подорвать ядерное соглашение Тегерана со странами Запада. Арахчи, в то время заместитель Зарифа, вероятно, скоро будет назначен министром иностранных дел Ирана. Арахчи предложил свой мирный план противоборствующим сторонам Арцахской войны 2020 года. Тогда прошел российский план. В книге мемуаров Зарифа, вышедшей недавно, упоминается: «Мы предложили сторонам освободить территории друг друга, защитить право меньшинств, открыть все дороги. Иран обязался помочь в создании сухопутной связи между Нахиджеваном и Азербайджаном. Коридор Армения-Карабах был должен работать». Это было похоже на предложение Москвы, которое было реализовано через 2 недели. Доктор Арахчи обсудил наше предложение с 4 сторонами. Азербайджанцы и турки приняли наше предложение, армяне его отвергли, а русские отнеслись недоброжелательно. Ради честности добавим, что иранский план был для Армении, мягко говоря, капитуляцией. Вот почему Пашинян отклонил иранское предложение. Тут не все так однозначно, как форсируют иранские источники. Они, по сути, тотально поддержали Азербайджан во время войны в Карабахе. Напомним, что несколько дней назад Аятолла Хаминеи на встрече с Николом Пашиняном подчеркнул важность обеспечения территориальной целостности Армении, подчеркнув, что Иран считает так называемый Зангезурский коридор вредным для Армении. Иностранцы не должны создавать ограничения в отношениях соседних стран. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.